Большинство трейдеров думают, что ордер-блок — это просто последняя свеча перед импульсом. Именно поэтому они постоянно входят в красивые зоны и получают стоп-лоссы. Потому что проблема никогда не заключалась в том, чтобы найти ордер-блок. Проблема заключается в том, чтобы понять, какой из них действительно работает. Сегодня мы разберем, по каким признакам крупный игрок оставляет качественный ордер-блок и как перестать открывать сделки от случайных зон. Для начала давайте с вами разберемся, что такое ордер-блок. Ордер-блок — это свеча, которая снимает ликвидность с предыдущей. Что означает снимает ликвидность с предыдущей? У нас шло движение вниз, после чего мы видим зеленую свечу, которая является самой нижней, и она обновляла лой последней красной свечи. Соответственно, она ее пересвипнула, запустив новое движение вверх. Однако просто пересвипа недостаточно. Мы констатируем факт, что свеча сняла ликвидность предыдущей, и после нее образовалась ценовая неэффективность. Она же имбаланс, она же дисбаланс, она же ФВГ. Мы видим, что между вершиной первой свечи и лоя третьей свечи у нас образовался разрыв. И этот разрыв находится в рамках второй свечи. Таким образом, мы его назовем имбаланс. И вот этот вот формат эффективности позволяет нам сказать, что в данном случае крупный игрок принял решение о выходе из данного диапазона и ускорил цену. Соответственно, свеча номер 1, которая сняла ликвидность с предыдущей, и после нее есть имбаланс, будет являться ордер-блоком, будет являться той самой свечой, на которую мы с вами будем обращать свое внимание. Как выглядит ордер-блок в нисходящем движении? У нас точно так же шло восходящее движение, зеленая свеча, зеленая, после чего появляется красная свеча, которая снимает ликвидность с предыдущей. Она является самой последней в этом восходящем движении, то есть цена шла вверх, после чего у нас начинается движение вниз. После этой первой свечи у нас есть вторая и третья, и мы видим, что есть расстояние между лоем первой свечи и вершиной третьей свечи. Это и есть ценовая неэффективность. Обязательно нужно помнить, что ценовая неэффективность ищется между первой свечой и через одну третьей, между второй и через одну четвертой. То есть первая, третья, вторая, четвертая, третья, пятая. Вы не можете искать ценовую эффективность между первой и второй свечой. Она бывает, это называется гэп, однако оно никак не относится к ордер-блоку. В данном случае мы видим между первой и третьей свечой разрыв. Это означает, что свеча, перед которой есть разрыв, и будет являться ордер-блоком. Таким образом, свеча номер 1 является ордер-блоком. И казалось бы, все максимально просто, все максимально понятно. Поехали использовать блоки. Однако здесь мы должны вспомнить, что на графике очень редко такого формата красивое движение происходит. Поэтому давайте разберемся с разновидностями ордер-блоков. Мы с вами видим, казалось бы, две одинаковые картинки. Одинаковые, да не одинаковые. В них есть различия. Первая картинка нам понятна. Мы видим свечу, которая снимает ликвидность предыдущей, и наша задача найти имбаланс. После первой свечи у нас появляется имбаланс. Это расстояние между первой и третьей свечой, которая проходит через вторую свечу. Соответственно, ордер-блоком будет являться первая свеча. А теперь давайте посмотрим вправо. Мы видим точно такую же картину. У нас с вами есть первая свеча, которая пробивает предыдущую свечу. Она начинает у нас движение вверх. После нее наша задача найти имбаланс. Мы берем хай первой свечи, лой третьей свечи, и мы видим, что в данном случае третья свеча немного заходит в границы первой свечи. Таким образом, разрыва нет. Если здесь нет разрыва, то здесь нет ордер-блока. Что нам делать, если у нас нет разрыва в данном случае? В данном случае мы с вами будем искать ценовую неэффективность дальше, между второй и четвертой, между третьей и пятой свечой. И та свеча, перед которой будет имбаланс, она и будет как раз ордер-блоком. Перенос блока мы посмотрим с вами немножко позже. Однако пока давайте разберемся здесь. Что будет, если у нас вторая свеча пробьет лой первой? Когда мы с вами увидим такую формацию, наша задача будет вспомнить, как звучит правило определения ордер-блока. Ордер-блок — это свеча, которая снимает ликвидность с предыдущей. Самая последняя свеча, которая снимала ликвидность с предыдущей, теперь становится свеча номер 2. И именно после нее мы будем искать ценовую неэффективность. Да, в данном случае мы можем сказать, что ценовая неэффективность находится между свечой номер 1 и номер 3. Однако данная ценовая неэффективность нам не нужна. Она в данном случае не играет для нас никакой роли. В данном случае нас будет интересовать ценовая неэффективность, которая находится после первой свечи,
которая сняла ликвидность с предыдущей, и после нее будем искать имбаланс. Таким образом, первая свеча в данном движении будет свеча номер 2. И наша задача после нее, от ее хая и через одну свечу, то есть свеча номер 4, наша задача между свечой номер 2 и свечой номер 4 найти ценовую неэффективность, она же в данном случае будет являться имбалансом. Таким образом, мы скажем, что ордер-блоком будет являться свеча номер 2. Если бы между свечой 4 и свечой 2 ценовой неэффективности не было, в данном случае мы бы с вами сказали, что пока ордер-блока нет. Необходимо смотреть, что будет дальше. Также бывает ситуация, в которой у нас, например, красная свеча, она пробивает предыдущую, однако свеча номер 1 находится внутри нее. Как же мы с вами здесь поступим? Наша с вами задача вспомнить правило. Ордер-блок — это свеча, которая снимает ликвидность предыдущей, и после нее нам необходимо найти имбаланс. После нее, не внутри нее, а после нее. Таким образом, мы будем искать имбаланс между красной свечой и через одну свечу. Красная, вторая, третья. Таким образом, от вершины красной свечи до лоя третьей свечи мы будем находить ценовую неэффективность. И если она есть, в данном случае свеча, после которой есть имбаланс, она и будет являться ордер-блоком. Что же касается свечи номер 1. Эта свеча является внутренним баром. У меня на графике вы ее увидите вот такого вот формата. Она будет с белым фоном, то есть ее как будто бы я не вижу. Ее в своей торговле я не использую. Она для меня будет являться только как SMT-блок, то есть я буду понимать, что очень часто будут видеть для себя люди, против которых я буду торговать, да, трейдеры, против которых я буду торговать. То есть это будет ликвидность. Это будет зона, которую я не буду воспринимать для торговли. При этом нужно понимать, что если бы не было расстояния между красной и третьей свечой, мы бы сказали, что здесь ценовой эффективности у нас нет, и, например, искали бы имбаланс после второй свечи. Между второй и четвертой свечой мы бы с вами нашли имбаланс, и если мы видим, что здесь есть имбаланс, значит ордер-блоком будет являться вторая свеча. То есть мы выполняем с вами правило переноса. Если вы действительно хотите начать понимать рынок, недостаточно просто посмотреть это видео. Очень важно постоянно тренировать свое мышление. Именно поэтому в нашем Telegram каждый день выходят квизы по Smart Money и утренние разборы рынка, где мы шаг за шагом разбираем текущую ситуацию и объясняем логику своих решений. Переходите по ссылке в описании, буду рад вас видеть. Как же это все выглядит не просто на примерах, но в движущемся графике. Мы с вами видим свечу, которая снимает ликвидность предыдущей, и после нее у нас с вами есть имбаланс. Есть? Есть. Отлично. Значит, свеча вот эта зеленая будет у нас являться ордер-блоком. Так мы ее и отметим. Идем дальше. Дальше мы видим движение вверх, после которого у нас идет движение вниз. Мы видим зеленую свечу, которая сняла ликвидность предыдущей, и она продолжила восходящее движение. Снятие ликвидности есть? Есть. Мы видим после этой свечи имбаланс. В данном случае, значит, ордер-блоком будет являться зеленая свеча. Отлично, отмечаем. Дальше мы видим, что у нас идет движение вверх, движение вниз, после чего у нас продолжилось восходящее движение. В данном случае мы не можем никакую свечу выделить как ордер-блок, потому что у нас нет свечи, которая сняла ликвидность предыдущей. Если бы, например, вот эта красная свеча сняла ликвидность вот с этой зеленой свечи, и после нее продолжилось восходящее движение, мы бы с вами увидели, например, еще одну свечу, мы бы сказали, что вот отсюда сюда у нас есть имбаланс. Таким образом, вот эта красная свеча, она была бы ордер-блок. Поскольку этого сейчас у нас не произошло, мы с вами констатируем факт, что в данном случае в этом движении у нас нет никаких ордер-блоков. Последний ордер-блок была вот эта зеленая свеча, до нее была вот эта зеленая свеча. Если мы посмотрим следующий кусок графика, то мы увидим, что у нас есть свеча, которая сняла ликвидность предыдущей. После того, как она сняла ликвидность предыдущей, наша задача найти с вами имбаланс. Имбаланс — это расстояние между первой и третьей свечой. Мы видим, что третья свеча заходит в первую, значит, я буду искать расстояние между второй и четвертой свечой. Мы видим, что имбаланс есть, значит, я могу выделить ордер-блок. Ордер-блоком будет являться вот эта вот вторая свеча. Дальше мы видим с вами движение вниз, движение вверх. После того, как у нас произошло движение вниз, у нас начинается восходящая свеча, после которой мы будем искать имбаланс. Мы видим, что между первой и третьей свечой у нас имбаланса нет. Первая свеча заходит в рамки второй свечи. Таким образом, отметить ордер-блок мы не можем. Дальше мы будем искать между второй и четвертой, однако есть проблема. Вот эта свеча снимает ликвидность предыдущей. Если у нас появилась новая свеча, которая снимает ликвидность предыдущей, вот это движение мы с вами игнорируем.
мы про него забыли, потому что у нас началось новое откатное движение, начался новый импульс. И теперь вот эта красная свеча станет свечой номер 1. Вот эта свеча номер 2, вот эта свеча номер 3, это свеча номер 4. Между первой и третьей свечой у нас имбаланса нет, между второй и четвертой у нас имбаланс есть. Таким образом, ордер-блок будет выглядеть вот так. Хорошо, сам ордер-блок мы с вами изучили. А как мы будем входить от этих ордер-блоков? Как мы будем с вами ожидать движения цены для того, чтобы войти в эту позицию? Когда мы с вами будем искать ордер-блоки, наша задача будет дожидаться возврат в эту зону для того, чтобы открыть свою позицию. Когда мы видим с вами восходящее движение, наша задача будет получить реакцию цены при возврате в сам ордер-блок. Для этого мы его и будем выделять. Когда цена будет возвращаться в зону интереса, наша задача будет для того, чтобы получить больше винрейт, не просто входить там лимитным ордером от этого блока, ставить стоп-залой и ждать, молиться, когда цена улетит вверх. Вот этот вот подход, который вы увидите в большинстве видео, которые есть в YouTube, он на самом деле низко винрейтовый, имеет низкий процент отработки. Я же вам покажу сейчас то движение, тот подход, который позволяет не просто отдать судьбу своего тейка или судьбу своего стопа для лимитного ордера. Мы же попытаемся увидеть, что делает цена. Когда цена будет приходить к ордер-блоку, наша с вами задача будет перейти на младший таймфрейм и увидеть следующего формата движения. То есть вот эта вот манипуляция при движении цены к ордер-блоку мы должны будем увидеть следующее. Цена сделает некое движение вниз, после чего наша задача не просто там войти маркетом. Наша задача будет увидеть движение вверх, после чего у нас начнется несколько обновляющихся хаев. В данном случае по структуре мы скажем, что у нас происходит босс. У нас есть обновление 1, у нас есть обновление 2. Здесь у нас появляется с вами 2 варианта дальнейшего движения. Мы можем дождаться с вами движение ниже, которое будет являться более сложной коррекцией для того, чтобы получить лучший винрейт. Вот этот вот формат движения при реакции к зоне интереса позволяет нам исключить то, что цена просто агрессивно продолжит свое нисходящее движение и, как обычно, сделает стоп. То есть в данном случае для вас это будет выглядеть просто вот таким вот свипом. Это нам не подойдет. Значит, мы с вами будем на младшем таймфрейме попытаться найти, например, тот же ордер-блок, выставить либо лимитный ордер со стопом за локальный лой, либо стоп-приказом еще чуть более повысить винрейт, увидеть еще один пробой босса, и вот здесь над пробоем этого босса со стопом за локальный лой идти в позицию. Такой подход позволит вам сэкономить огромное количество стопов, за счет чего вы повысите свой винрейт. Когда цена приходит к ордер-блоку, этот блок видит очень много трейдеров. Да, мы его уточняем. Да, некоторые видят его немножечко по-другому. Однако эту зону видят многие. Ордер-блок будет работать тогда, когда крупный игрок действительно собирается идти дальше. Важные слова. Идти дальше. Продолжать восходящее движение. Если мы с вами увидим процесс продолжения восходящего движения, мы можем повысить свой винрейт. Самой большой ошибкой всех трейдеров является вход в лимитную позицию. Мы же, видя движение цены к этому ордер-блоку, дождемся продолжающееся восходящее движение, после чего получим откат, реакцию и войдем в позицию. Почему необходимо дождаться 1, 2, может быть 3 отката? Это необходимо дождаться для того, чтобы увидеть то, что цена не собирается пробивать этот блок. И после этого присоединиться к восходящему движению. Протестируйте данный ордер-блок на графике и поделитесь в комментариях, как это работает.